автор не претендует на правильность своих действий, и все выполненные в данном видеоролике фрагменты вы делаете только на свой страх и риск, не имея никаких претензий на правильность или неправильность их. Доброго времени суток, друзья! Сегодня я хотел показать гайд по созданию airdropа для вашей королевской битвы в 3D-пакете Maya. Версия не важна, важно лишь базовые умения и использование интерфейса. Также давайте создадим куб, увеличим его. Переходим в режим редактирования Edge, выбираем верхние Edge и применяем такой инструмент, как Insert Add Loop. Выбираем 6 делений. Здесь опять-таки на ваш вкус и цвет смотрите по своему референсу. На моем же 3 грани. Так, выбираем. И экструдируем. Ctrl-E. Чуть увеличиваем и применяем легкий офсет, чтобы выглядело все более-менее красиво. И также, чтобы наша ткань красиво ложилась вниз, мы выбираем с помощью таба необходимый нам фейс сверху и экструдируем. И ну вот примерно как-то так, чтобы было. Также теперь создадим plane, с помощью которого будем симулировать падение как бы тканей. Здесь опять-таки, если у вас достаточно мощный компьютер, то выбирайте как можно больше сабдивиженов. Если же вам детализация не особо важна, выбирайте меньше сабдивиженов. Я поставлю 30 и заранее проставлю 600 фреймов. Переходим на вкладку FX, выбираем наш основной блок и Create Passive Collider. Здесь мы выбираем Create Include. И у нас создалась симуляция. Нажимаем проиграть анимацию. Анимация проиграна. И опять-таки здесь вы можете подбирать на ваш вкус цвет plane. Как видим, надо сделать его чуть побольше. И опять-таки Include, Create Include. Ставим на 0. И выбираете необходимый вам фрейм из 600 штук. Такое меня вполне устраивает, и как мы можем видеть, здесь у нас дно слегка утоплено. То, что нам как раз таки и было нужно. Если вас результат устраивает, то останавливайтесь на таком. Если же нет, вы можете украсить все это с помощью кубов. То есть мы создаем куб. Сделаем небольшую подгонку под это все дело. Так. Так. И вот так вот. Мы делаем это для примера. И вот что-то такое. Также, если же вы захотите пододвинуть ткань, у вас это не получится. Ее надо зафиксировать. Для этого мы переходим во вкладку Edit, Delete by Tab, History. Все. Ткань у нас зафиксировалась. И как мы можем видеть, некоторые элементы наших балок заходят на саму ткань. Вернее, ткань заходит на балки. Чтобы это пофиксить, заходим на вкладку Sculpting и с помощью этого инструмента начинаем убирать зажатым Ctrl. Можно же использовать кнопки мыши.
Так, но вот мы тут более-менее плюс-минус подогнали. И если же вы хотите еще более точный результат, то, естественно, вам придется поработать кисточкой, потому что, ну, процесс этот, сами увидели, не быстрый. Теперь же что делаем? Мы, во-первых, соединяем вот эти штуки, и давайте попробуем их пораскрашивать. Создаем наш любимый ламберт и выбираем цвет. Цвет выбирайте, ну, такой, думаю, нам будет нормально. Essential Material to Create. И выбираем чуть более яркий цвет. Ну и вот такой вот у нас получился airdrop. Как видите, здесь не идеально ложится ткань, но опять-таки, как я и говорил, все делается под вашу задачу. Если же у вас low-poly игра, и она вообще получается на телефоне, естественно, не имеет смысла так стараться использовать максимальное количество полигонов, которое у нас вышло. И давайте же посмотрим, кстати, на эти полигоны и сколько у нас их. Если верить статистике, у нас 1174 полигона. Думаю, этого достаточно. Вот, видите, у нас такие вот места есть. Естественно, все это надо подогнать, чтобы все выглядело более-менее красиво. Так. Так. Ну и вот что-то такое у нас вышло. Сейчас я покажу вам, как это все выглядит в Unreal Engine 4. И всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем до скорых встреч. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.